Всем привет! Добро пожаловать на канал Nikon Стройгрупп. Меня зовут Кирилл. Здесь мы с вами говорим о дизайне и о ремонте простым языком. У многих из нас дома в санузле часто можно столкнуться с такой проблемой. Это гудение стояков канализации. Почему зачастую нам приходится такое слышать? Причина, как ни странно, заключается в применении современных материалов. Ранее использовался чугун, который такие проблемы не создавал в принципе. Но после того, как в моду вошли полимерные материалы, такие как полипропилен и так далее, сразу же возникла проблема с шумом. Дело в том, что пластик и его производные – это отличный ретранслятор вибрации. И при прохождении воды по таким трубам возникают неприятное гудение либо треск. Особенно это критично для первых этажей многоквартирных домов, ведь частота слива соседей сверху, как правило, довольно-таки высокая. В данном видео мы поговорим с вами о методах шумоизоляции стояка, которые позволяют нивелировать данную проблему. Для начала сразу несколько небольших оговорок. Во-первых, вы можете сделать шумоизоляцию своими руками. Если есть опыт в ремонтах, то займет данная процедура не больше 2 часов. Однако, если навыков нет, то лучше позвать специалиста, чтобы не переделывать все заново и долго учиться на собственных ошибках. Во-вторых, заглушить шум стояка не получится в любом случае полностью. Хорошим результатом будет подавление шума на 90%. В таком случае за пределами санузла его уже не будет слышно. Третье. Достичь ожидаемого результата, применив только один способ, практически невозможно. Лучше используйте комплексный подход и совмещайте сразу два метода звукоизоляции. Это позволит подавить как структурный, так и воздушный шум. Переходим непосредственно к нашей теме. Способ номер 1. Сегодня в моде специальная шумопоглощающая труба с утолщенными стенками, включающая внутренний слой с минеральной добавкой. По стоимости такая труба в среднем обойдется в 4 раза дороже. Важно, что ее шумопоглощающая эффективность убывает по мере снижения этажа. Механизм такого эффекта довольно простой. Чем ниже этаж, тем больше скорость падения стока от соседей сверху, а значит жидкость сильнее бьется по стенкам трубы и вызывает сильные вибрации. Такой метод имеет смысл применять на самых верхних этажах здания. Ниже эффект шумоизоляции будет сведен практически к нулю. Способ номер 2. Вспененный полиэтилен. Это один из самых дешевых материалов, поэтому такой способ является самым экономичным. Все, что нам понадобится, это сам пенополиэтилен, скотч и несколько пластиковых стяжек. Наиболее удобно применять материал 5 мм, а изоляцию можно выполнить в 2-3 слоя. Весь процесс заключается в обмотке стояка пенополиэтиленом и заклеивании всех стыков скотчем. Обмотать нужно также и отводы, так как по ним также будет распространяться шум. А выполнить такую шумоизоляцию в квартире своими руками проще всего. Однако ее эффективность будет не очень высокая. Дело в том, что простая обмотка без приклеивания не обеспечивает плотного прилегания материала к трубе. А для борьбы со структурной вибрацией это предельно важно. Даже если намотать пенополиэтилен максимально плотно, а возле отводов и ревизии закрепить стяжки, максимальный эффект не превысит примерно 15-20% уровня звукопоглощения. Обычно этот способ применяется для подавления воздушного шума в комплексе с изначально уложенным вибропоглощателем. Об этом материале мы поговорим с вами в дальнейшем. Отличным методом звукоизоляции канализационного стояка стала автомобильная виброизоляция. Материал не из дешевых, но его эффективность стоит результата. Изоляция представляет собой битумный мат на клеевой основе. Эластичность материала позволяет плотно приклеить его к трубе даже на трубах, местах отводов и ревизии. Необходимо предварительно очистить трубу, чтобы обеспечить стойкую адгезию клеевого слоя. Мат прочно приклеивается, поэтому нужно точно рассчитать ширину полосы, равную длине окружности трубы, а также произвести разметку в виде вертикальной линии на стояке, от которой будет производиться приклеивание. Уже сама по себе автомобильная виброизоляция даст неплохой результат, а в комплексе с последующей обмоткой с пененным полиэтиленом шум больше никогда не будет для вас проблемой. Ну а теперь поговорим о комплексном методе. Это один из самых эффективных способов, при котором используется композитный материал, подавляющий структурный и воздушный шум одновременно. Учитывая актуальность такой проблемы, в продаже появились специальные комплекты для шумоизоляции, в которые входят все необходимые материалы. Это композитный трехслойный мат, клей
кисточка, алюминиевый скотч, а также пластиковые стяжки. Такого комплекта хватает для звукоизоляции 3 метров канализационного стояка. Это будет вполне достаточно, даже если ваш санузел с высокими потолками. Первым этапом монтажа становится очистка трубы. Трубу нужно обязательно помыть и дать просохнуть. Затем необходимо подготовить полосу мата нужной длины. С одной вертикальной стороны срезается войлок на 5 см от края. Это нужно для оборачивания трубы внахлёст алюминиевой фольгой. На войлок клей наносится точными легкими мазками, а затем клеем промазывается и вся труба, без пробелов. После нанесения клея необходимо подождать 10-15 минут и плотно обернуть стояк матом. Ну и последний метод – это шумоизоляция в коробе. Такой метод подходит вам, если канализационный стояк вы планируете скрыть. Здесь перед установкой короба можно применить любую из описанных ранее методик, но более простой и экономичной будет обмотка трубы минеральной ватой. Для этого применяется фольгированная базальтовая вата повышенной плотности от 60 кг на метр кубический и толщиной от 3 до 5 см. Вата наматывается фольгой наружу в один слой с плотным стыком, закрепленным алюминиевым скотчем, после чего монтируется короб. Вместо базальтовой ваты можно также применять любой акустический наполнитель для каркасных гипсокартонных перегородок. Что ж, только что мы обсудили с вами наиболее эффективные технологии ликвидации шума в канализационных стояках в вашей квартире. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Кстати, данный вид работ, то есть шумоизоляцию стояка, наша компания, как правило, выполняет в начале ремонта. Если вы только планируете начать ремонтные работы, где-то здесь, примерно здесь, будет ссылка. Посмотрите данное видео, оно наверняка вам поможет. Команда Никона Стройгрупп и лично я будем очень рады вашему лайку и подписке на канал. Ждем вас в новых видео. Всем пока!